где обнаружили президента Казахстана Токаева и чем побег с деньгами из страны ему грозит, светит реальный срок. Благодаря помощи специальных служб информационных технологий огромного количества стран смогли вычислить несколько штатов, в которых по предположению мог находиться президент Казахстана на данный момент. Основными странами, помогающими в этой трудной деятельности были Сирия, Россия, Армения, Корейская Народно-Демократическая Республика и многие другие. И вот, наконец, благодаря общим силам специальных служб множества стран, удалось создать небольшой список штатов Америки, в которых, теоретически, мог бы находиться президент. В список входили штат Висконсин, Пенсильвания, Вирджиния, Аляска и штат Мичиган. Такое сужение круга невероятно сильным образом сократило радиус и время, затраченное на поиски беглеца. Штат Висконсин был практически сразу откинут в сторону, так как за последние 2 месяца в нем было совершенно всего лишь 3 посадки личных самолетов, и все они не подходили по датам. На Аляске же, в свою очередь, вообще была перекрыта воздушная граница, позволяющая летать или вылетать из штата. Оставалось 2 штата – Мичиган и Вирджиния. Началась долгая и кропотливая работа по поиску информации. Сразу в 2 штатах была замечена активность посадок и вылетов частных самолетов, но в Мичигане эти самолеты были официально зарегистрированы на государственных деятелей, а в Вирджинии же был 1 рейс, зарегистрированный на неизвестное лицо. Все стало сразу же понятно, беглец находится в Вирджинии. После обнаружения необходимого штата вычислить нужный город проживания не составило особых затруднений для специальных информационных служб России. Практически сразу определили город пребывания – Вильямсбург. Моментально после огласки точного местоположения изменщика тысячи протестующих направились на поиски дома. Всего через пару дней, усилием огромного количества людей, была найдена небольшая вилла на окраине города. Перевернув ее с ног на голову, все убедились, что она являлась местом жительства президента. Но главная проблема заключалась в том, что самого предателя в ней не было, а лишь следы огромной спешки, с которой он бежал отсюда. Вот что произошло. Президент Казахстана сбежал из страны с деньгами, расследованием занялась Россия. Недавнее событие, о котором начал говорить буквально весь мир, это побег президента Казахстана из страны, обвиняемого в государственной измене. Как стало известно, он раскрывал всю строго конфиденциальную информацию о государственной, социальной, политической и военной жизни как Российской Федерации, так и собственной страны, Казахстана. Официальной причиной этого деяния стало сотрудничество со специальными службами Соединенных Штатов Америки за взятку суммой более чем $5 миллиардов. Как эту ситуацию прокомментировал Путин. В связи со всеми событиями, которые происходили, Владимир Владимирович сделал предложение президенту о встрече для обсуждения всей ситуации, разъяснения ее народу. На данной конференции собрались огромнейшие толпы протестующих людей, буквально десятки тысяч, главным желанием которых было свержение изменщика своей родины. Неуважительное поведение президента Казахстана, его грубые слова в сторону народа и Владимира Владимировича Путина, слова о том, что все теории, связанные с ним, являются полным бредом, все это лишь только подпитывало ненависть и плохое отношение не только коренных жителей государства, но и практически всего мира, а конкретнее, в Венесуэле создавались огромные протесты с призывом свержения президента, Сирия предлагала приложить все свои усилия для борьбы с изменником, многие другие страны публично показывали свою неприязнь к такому поступку, измене, создавались протестные акции, буквально в каждом уголке мира. В самом же Казахстане все развивалось еще более ярко, агрессивно и быстро. Массовые митинги, скопление людей в суммарном количестве нескольких миллионов неравнодушных граждан – все это порождало в буквальном смысле настоящий хаос на улицах и районах страны. Главной целью митингующих граждан было найти хотя бы примерное местонахождение президента, чтобы осуществить попытку добраться до него с целью самосуда. Проходили рейды всех государственных и политических зданий, правоохранительные органы были просто не в силах сдерживать такое огромное количество разъяренных людей, поэтому на время митингов протестующие не имели каких-либо сопротивлений, они имели полную свободу действий. Проверялись все здания, улицы, кварталы, районы, но практически все было безуспешно, специальные службы умели хорошо скрывать своего президента.
При острой необходимости президент перемещался на частном вертолете над городом. Во время подобных ситуаций происходили случаи покушения и выстрелов в вертолет, попытки сбить его. Все в стране развивалось максимально плохим образом для президента. Он не мог совершать любых действий, будь то перемещение по городу или над ним, либо же попытки связаться со своими агентами. Вся страна была практически усеяна глушилками. Хоть президент и не рассчитывал на подобный исход всей его деятельности, он вообще не рассчитывал, что его план смогут раскрыть. Тем не менее, он совместно со специальными службами Соединенных Штатов Америки разработал стратегию и план побега из страны в случае неудачи или же провала. Сам план же заключался в следующем. В момент критического нарастания недовольства граждан, необходимо совершить отвлекающий маневр на другом конце страны для приманки огромного количества протестующих в ту точку, подальше от места осуществления плана побега. Затем дождаться глубокой ночи, а именно промежуток с часа ночи до 3, в этот промежуток времени необходимо незаметно проникнуть на аэропорт с частным самолетом, осуществив побег. Каким-то неизвестным образом произошла утечка информации о том, что президент должен был направляться в Соединенных Штаты Америки для временного проживания там. Это послужило огромнейшим стимулом для краткосрочной миграции жителей Казахстана. По понятным причинам, довольно большой процент казахстанского народа просто не пускали в страну под самыми различными и глупейшими предлогами, например, неблагополучный внешний вид человека, скудные или неперспективные намерения въезда в страну, отсутствие удовлетворяющего знания английского языка и многое другое, что никак не укладывалось в головах людей. Но, конечно же, была определенная часть народа, которые смогли осуществить поездку в Соединенные Штаты Америки, примерно 60% смогли пройти контроль, попав в страну. Но проблема заключалась в том, что никто не знал даже штата, в котором должен был находиться президент. В самом Казахстане и за его пределами осуществлялась огромная работа по поиску любой информации о частных прилетах в Соединенные Штаты Америки. В этой нелегкой ситуации помогали очень многие страны, что смогло дать нужный эффект.